Добро пожаловать в удивительный мир замерзших метановых пузырей. Они таинственные и красивые, но зачастую скрывают в себе потенциальные опасности. Где можно найти эту волшебную симфонию? Вечная мерзлота, ледяные образования водоемов или ледники. Места, где природа создает замерзшие метановые пузыри, заставляя нас восхищаться ее красотой и загадочностью. Озеро Байкал или озеро Якутия. Иногда можно увидеть замерзшие метановые пузыри во льду. В некоторых регионах Канады, особенно в северных областях, таких как Альберта или Ямало-Ненецкий автономный округ, также известны своими метановыми пузырями. Озеро Эбицу на острове Хоккайдо в Японии, а также в некоторых районах Аляски, особенно в северных частях штата. Возле озер и болот могут встречаться подобные образования. Чем же так особенны эти кристальные шары? Красивая игра света, пленительные рисунки льда вокруг них и уникальные формы делают их великолепными объектами для изучения и фотографирования. В некоторых местах можно встретить огромные пузыри размером с человеческую голову, прекрасно сохраненные во времени. Как же они все-таки образуются? Органические материалы, такие как растительные остатки, попав в ледяные или замерзшие среды, становятся отправной точкой для образования метана. Эти материалы, казалось бы, обыденные, в условиях льда превращаются в источник таинственного газа. Микроорганизмы, действуя в условиях без доступа кислорода, становятся создателями метана, своего удивительного мистического подарка. Высокое давление и низкие температуры – ключевые элементы этой фантастической истории. Органические материалы, застывая в ледяных слоях под воздействием давления и низких температур, образуют захватывающие пузырьки внутри ледяной структуры. Исследования о существовании и свойствах метана начались в 18 веке, когда итальянский физик Алессандро Вольта обнаружил его в озере Лаго-Маджоре. Однако метан, известный как болотный газ, привлекал внимание людей задолго до этого времени. У народов, живущих поблизости от замерзающих водоемов, была детская забава – поджигание пузырьков газа, вмерзших в лед. В повести Толстого «Детство Никиты» главные герои с удовольствием поджигали кошки – пузырьки болотного газа, втайне от родителей. Помимо своей красоты, эти пузырьки несут в себе потенциальные опасности. Когда начинается таяние льда, метан, запертый в пузыре, освобождается. Метан – это сильный парниковый газ, который в десятки раз мощнее по своим свойствам, чем углекислый. Его выброс в атмосферу может усилить эффект парникового газа, способствуя изменению климата. Более того, замерзшие метановые пузыри могут быть опасны для живых организмов, так как при прорыве могут высвободить большие объемы газа, что потенциально может привести к изменениям в экосистеме и созданию опасных условий для животных и человека. Несколько лет назад Япония предприняла попытку добычи природного газа из отложений гидрата метана в шельфе полуострова Ацуми. Специалисты полагают, что в гидратах этого газа содержится основной запас природного газа на Земле, поэтому его рассматривают как будущее ископаемое топливо. Некоторые ученые предполагают, что после извлечения гидрата пустоты можно будет заполнить углекислым газом, который заменит метан в гидрате. Это позволит использовать его в качестве нового источника топлива и предотвратить увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере. Хотя эти кристальные шары льда кажутся сказочными и удивительными, внутри них скрыты не только тайны прошлого, но и потенциальные угрозы будущего. Они напоминают нам о том, как важно бережно относиться к нашей природе и балансу экосистемы, чтобы сохранить красоту и безопасность нашей планеты для будущих поколений. Спасибо, что провели это время вместе со мной. Надеюсь, что вам было интересно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Берегите природу и до новых встреч!